За ночь на лошади фермера появились странные выпуклые пятна, которых он никогда раньше не видел. Когда выяснилась причина, мужчина был потрясен. Алекс встал с первыми лучами солнца и направился в конюшню. Стелла, его любимая лошадь, обычно терпеливо ждала своего завтрака. Но сегодня все было по-другому. Подходя к стойлу Стеллы, он заметил, что она нервно ходит взад-вперед. Она тихо заржала, и в ее больших глазах отразилось беспокойство. «Эй, девочка, что тебя так взволновало?» — пробормотал Алекс, протягивая руку, чтобы погладить ее. Его рука застыла в воздухе, когда он увидел странные выпуклые пятна, разбросанные по ее обычно блестящей шерсти. Они были размером с монету. Некоторые из них были собраны в кучку, а другие беспорядочно разбросаны. У него ёкнуло сердце. Он никогда не видел ничего подобного. Пятна были красноватыми и слегка припухшими. Алекс наклонился, чтобы рассмотреть их поближе, и его пальцы осторожно ощупали одно из пятен. Стелла вздрогнула. Это был явный признак того, что они причиняли ей дискомфорт. Что могло это вызвать? Алекс обдумал список возможных причин. Аллергическая реакция, укусы насекомых, инфекция. Но, похоже, ничего подходящего не было. Он так тщательно ухаживал за Стеллой. У нее было лучшее питание, регулярные осмотры и чистое окружение. Он с беспокойством кивнул, осматривая остальные части ее тела. Пятна были повсюду. На шее, боках и даже на ногах. Страх Алекса усилился. Он выпрямился и быстрым шагом направился к дому. Ему нужна была профессиональная помощь. Он не мог позволить себе рисковать здоровьем Стеллы. Она была не только любимая компаньонка, она также играла важную роль в работе его фермы. Его ферма была расположена на холмах штата Вашингтон, и это было делом всей его жизни. Войдя в дом, Алекс снял телефонную трубку и набрал номер доктора Джуди Болтон. Она была местным ветеринаром и пользовалась репутацией человека внимательного и сострадательного. Алекс доверял ее опыту. Голос доктора Болтон звучал спокойно и ободряюще. «Я буду у вас в течение часа. Алекс, не волнуйся. Мы разберемся с этим». Он повесил трубку и вернулся в амбар. Стелла без особого энтузиазма откусила кусочек от своего сена. Ее дискомфорт был очевиден. Ему хотелось немедленно что-нибудь сделать, чтобы облегчить ее боль, но все, что он мог сделать, это дождаться доктора. Минуты тянулись медленно. Алекс был занят тем, что убирал стойло Стеллы и проверял состояние других животных. Обычно каждое утро он следовал одному и тому же распорядку дня. Покормить животных, проверить изгороди и поухаживать за полями. Но из-за странной болезни Стеллы сегодня у него не было времени на это. Его мысли постоянно возвращались к ней. Пятна были загадкой, а загадочность на ферме обычно означала неприятности. Наконец, он услышал шум подъезжающей машины. Приехал доктор Болтон. Они быстрым шагом направились к сараю. Стелла все еще не могла успокоиться. Странные пятна были отчетливо видны на ее теле. Глаза доктора Болтон сузились, когда она увидела это. Она натянула перчатки. Алекс держал Стеллу за пояс, пока доктор Болтон приступала к осмотру. Она внимательно осмотрела пятна, осторожно ощупывая каждое из них. Стелла слегка вздрогнула, но в целом осталась неподвижной. «Эти пятна довольно необычны», — пробормотала доктор Болтон. «Заметили ли вы какие-либо другие симптомы? Нормально ли она ест и пьет?» Алекс сказал, что она немного не в себе, но в остальном, похоже, с ней все в порядке. Это появилось буквально за ночь. Доктор Болтон проверила глаза, уши и рот Стеллы. Затем послушала ее сердцебиение и дыхание. Лошадь терпеливо стояла. Единственным признаком ее дискомфорта было то, что она время от времени ёрзала. Были ли какие-нибудь изменения в ее окружении в последнее время? Новый корм, подстилка или что-то еще, что могло вызвать аллергическую реакцию? Спросила доктор Болтон, делая пометки в блокноте. Алекс покачал головой. «Я возьму образец с одной из ран
и отправлю его в лабораторию для анализа. Тем временем я дам ей нужно что-нибудь, чтобы облегчить зуд и дискомфорт», — сказала Джуди. Алекс спросил, считает ли она, что это серьезно. Доктор сделала паузу, тщательно подбирая слова. Трудно сказать, не имея дополнительной информации. Пятна необычные, но мы узнаем больше, как только придут результаты лабораторных исследований. Постарайся не волноваться слишком сильно. Стелла сильная, и мы с этим справимся. 2 дня спустя доктор Болтон позвонила Алексу и сообщила результаты анализов. Алекс был на взводе и ответил на звонок после первого же гудка. «Алекс, я получила результаты анализов. Похоже, что пятна у Стеллы вызваны аллергической реакцией, возможно, на что-то из окружающей среды или корма. У лошадей нередко возникают проблемы с кожей из-за аллергенов. Я назначу антигистаминные препараты и крем для местного применения, чтобы снять зуд и воспаление. Вам нужно будет сменить ей подстилку и перейти на гипоаллергенный корм. Мы будем внимательно наблюдать за ней и посмотрим, есть ли какие-либо улучшения», — сказала доктор Болтон. Алекс в точности следовал инструкциям. В течение нескольких дней казалось, что состояние Стеллы улучшается. Зуд немного прошел, и беспокойство Алекса начало ослабевать. Но затем, как только Алекс решил, что они на правильном пути, состояние Стеллы ухудшилось. Пятна не только не исчезали, но и начали распространяться. На ногах и шее появились новые пятна, а некоторые из уже имеющихся увеличились в размерах и воспалились. Сердце Алекса упало. Он сделал все, что посоветовал доктор, но состояние Стеллы ухудшалось. Его беспокойство росло с каждым днем. Он чувствовал себя беспомощным, наблюдая, как страдает его любимая лошадь, не в силах ничем помочь. Алекс снова позвонил доктору и сказал: «Стелле становится хуже. Пятна разрастаются, и она испытывает еще больший дискомфорт, чем когда-либо». Когда доктор Болтон приехала, она тщательно осмотрела Стеллу. Она сравнила текущее состояние пятен со своими первоначальными наблюдениями и была явно озадачена прогрессированием. По ее признанию, это не похоже на типичную аллергическую реакцию. «Мне очень жаль, Алекс. Похоже, мы неправильно диагностировали состояние Стеллы». У Алекса ёкнуло сердце. Доктор Болтон сказала: «Нужно провести дополнительные анализы. Я хочу более внимательно изучить образцы и рассмотреть другие возможности. Подобные симптомы могут быть вызваны несколькими другими заболеваниями, но мы должны быть уверены, прежде чем продолжать». Тревога Алекса вернулась с новой силой. Неопределенность была почти невыносимой. Он наблюдал, как доктор осторожно брала новые образцы и готовила их для лаборатории. «Я ускорю проведение этих анализов», — сказала Джуди, собирая свое оборудование. Последующие дни были наполнены тревогой и заботой. Алекс проводил рядом со Стеллой каждую свободную минуту. Ожидание результатов теста казалось бесконечным. Мысли Алекса метались в разные стороны. Он обдумывал и отбрасывал бесчисленные варианты. Он прочитал все, что смог найти о кожных заболеваниях лошадей, надеясь найти какую-нибудь зацепку, которая могла бы привести к ответу. Но без окончательного диагноза все, что он мог сделать, — это ждать. Шли дни, а состояние Стеллы продолжало ухудшаться, и слухи о таинственных пятнах начали распространяться по небольшому фермерскому поселку. Алекс обычно был замкнутым человеком, но поделился своими опасениями с несколькими соседями, надеясь на совет или подобный опыт. Но пока они разговаривали, новость быстро распространилась по всему поселку. Однажды утром Алекс зашел в местный продуктовый магазин и был встречен встревоженными взглядами и торопливым шепотом, поскольку магазин гудел от предположений. Люди были встревожены, и вскоре начали распространяться слухи о возможной вспышке. «Я слышала, что лошадь Алекса покрыта странными пятнами», — сказала миссис Миллер группе людей, собравшихся у кассы. «Что, если это что-то, что может передаться нашему домашнему скоту?» Мистер Томпсон, его коллега-фермер, мрачно кивнул.
Страх перед неизвестной инфекцией охватил всю деревню. Фермеры стали чаще осматривать своих животных в поисках каких-либо признаков загадочного заболевания. В местном магазине кормов резко возросли продажи различных добавок и лечебных средств, поскольку все пытались защитить свой скот от потенциальной угрозы. Алекс невольно оказался в центре внимания. Соседи стали заходить чаще под предлогом предложения помощи, но ими явно руководили собственные страхи и любопытство. Алекс попытался успокоить их. Он объяснил, что доктор Болтон справляется с ситуацией, но его слова не могли подавить растущую панику. Позже, тем же вечером, когда Алекс заканчивал свои дела, пришла доктор Болтон. У нее было серьезное выражение лица, и сердце Алекса упало. «Алекс, теперь у нас есть ясная картина, но это сложно», — сказала она. Анализы показали, что у Стеллы так называемая эзофенильная гранулема с дегенерацией коллагена. Это не заразно, но довольно серьезно и требует специального лечения. Алекс сразу же захотел узнать, поддается ли это лечению. Доктор Болтон кивнула. «Да, но это потребует времени и тщательного управления. Нам нужно будет внимательно наблюдать за ней, чтобы выяснить причину». Он и не подозревал, что вскоре узнает эту причину из неожиданного источника. Алекс только что закончил вечернее кормление, когда зазвонил телефон. Это был Том, соседний фермер и старый друг. Он хотел зайти и обсудить ситуацию со Стеллой. Он добавил, что у него может быть какая-то полезная информация. Вскоре после этого приехал Том. «Несколько лет назад у меня была похожая ситуация с одной из моих лошадей по кличке Дейзи», — сказал он. «У нее появились странные пятна по всему телу, очень похожие на эти. Нам потребовались месяцы, чтобы понять, в чем дело». Алекс наклонился к Стелле, желая получить хоть какую-то подсказку, которая могла бы помочь. Том вздохнул. «Мы прошли все виды лечения, но ничего не помогало. Наконец, специалист обнаружил, что у Дейзи редкая реакция на определенный вид укуса насекомого. Это было последнее, чего мы ожидали». Глаза Алекса расширились от удивления. Доктор Болтон упомянула, что у Стеллы была эзофилическая гранулема с дегенерацией коллагена. Может ли этот случай быть связан? Том продолжил. Состояние Дейзи было вызвано укусами насекомых, которые вызвали чрезмерную реакцию ее иммунной системы. Вот что привело к появлению этих пятен. Они быстро вызвали доктора Болтона. Она была потрясена этим открытием. «Это интересный факт», — сказала она. «Укусы насекомых действительно могут спровоцировать гранулему. Но я не рассматривала этот вариант, потому что окружение Стеллы казалось ухоженным. Но это определенно заслуживает дальнейшего изучения». Доктор Болтон, вооруженная новым оборудованием и идеями, осмотрела стойла Стеллы и прилегающие территории в поисках признаков активности насекомых. К своему изумлению, она обнаружили в углу сарая скрытое гнездо комаров. Оно было хорошо замаскировано, и его легко было не заметить. Доктор Болтон сказала, что это могло быть причиной заражения. Комары могут вызывать серьезные реакции у некоторых лошадей, и их укусы могли спровоцировать заболевание Стеллы. Они немедленно предприняли шаги по уничтожению гнезда и тщательно вычистили стойла Стеллы. Неожиданное озарение Тома стало прорывом, в котором они отчаянно нуждались. Алекс не мог найти слов, чтобы отблагодарить его. Хотелось бы надеяться, что это открытие станет для них последним препятствием. Ознакомившись с важнейшим открытием, Джуди вернулась в свою клинику для повторной оценки состояния Стеллы в свете новой информации. Обнаружение гнезда комаров дало ей убедительную зацепку, и она начала размышлять о том, как возникает аллергическая реакция на укусы насекомых. Она провела более специфические тесты, сосредоточив внимание на иммунной системе Стеллы. Результаты были впечатляющими. У Стеллы была необычно высокая чувствительность к определенным насекомым, которые вызвали тяжелую кожную реакцию. Том был прав. После этого потрясающего открытия доктор Болтон разработала план целенаправленного лечения. Шли недели, а выздоровление Стеллы неуклонно продолжалось.
Ее некогда воспаленные и болезненные места начали заживать. Постепенно ее шерсть вновь приобрела свой блестящий вид, а аппетит и уровень энергии пришли в норму. Дорогие зрители, а у вас есть истории о болезнях животных и их лечении? Расскажите нам в комментариях, мы будем рады услышать. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.